Всем привет! В этом видео покажу 3 вкусные идеи мясного обеда или ужина в аэрогриле. Мы приготовим сочные и полезные наггеты, которые по вкусу очень похожи на оригинальные, вкусные мясные шарики с кабачком в томатном соусе и куриные рулетики с грибами, черносливом и сыром. Приготовим полезные куриные наггеты, которые по вкусу очень похожи на те, что можно купить в магазине или взять в кафе, только наши намного полезнее и вкуснее. Для рецепта мне понадобится отварной картофель, куриное филе, также яйца, кукурузный крахмал и любимые специи. Соотношение куриного филе и отварного картофеля должно быть 1 к 1. Картофель я отваривала в мундире, потом остудила, очистила от кожуры, буду использовать для рецепта. Я беру 2 куриных филе общим весом 500 грамм и примерно такое же количество отварного картофеля. Заходите в описание под видео, там вы найдете подробное описание всех рецептов из данного видео. Я буду готовить большое количество наггетов, из данного количества выйдет 24 штуки. Часть я приготовлю в аэрогриле сразу и часть заморожу. Если готовите на один заход аэрогриля, берите одно филе и соответственно небольшое количество картофеля. Я беру большой блендер, для данного рецепта можно использовать мясорубку. Режем куриное филе на небольшие кусочки, кладем в блендер, добавляем туда нарезанный отварной картофель, два яйца, специи. Я добавляю примерно чайную ложку соли, немного черного перца. Можете добавить свежий лук и чеснок. Я же добавляю специю сушеный лук, примерно 1 чайную ложку, и 1 чайную ложку сушеного чеснока. Также добавлю копченую паприку, 1 чайную ложку. И кукурузный крахмал. Примерно 2 столовые ложки на такое количество. Если у вас нет кукурузного крахмала, можете заменить на муку. Перебиваем все на блендере или измельчаем в мясорубке. Фарш получится довольно плотный, но липкий. При помощи столовой ложки перекладываю в емкость и буду лепить котлетки, похожие на наггеты. Для того, чтобы это делать удобнее, я смочила руки водой, и тогда ничего не прилипает к рукам. Выстилаю на решетку в аэрогриль пергаментную силиконизированную бумагу. Всегда по возможности использую именно такую, к ней ничего не пристает и ее не нужно смазывать маслом. Формирую влажными руками вот такие небольшие котлетки, похожие на наггеты. Вы можете выбрать любую для вас подходящую форму. У меня аэрогриль 6,4 литра и примерно его размеры 22 на 22 сантиметра. На один заход аэрогриля помещается 12 вот таких стандартных наггета. Сбрызгиваю их немного маслом в спрее и ставлю в аэрогриль. На режим аэрогриль можно также использовать режим курица 170 градусов 15 минут. В середине времени я не буду их переворачивать, но при желании, если хотите загорелую корочку с 2 сторон, можете перевернуть на вторую сторону. Из остатка фарша я сделаю наггеты в заморозку. Беру вот такой поднос для льда. Беру ту же силиконизированную бумагу для выпечки. Я ее тоже использую в морозилке. Нравится, что к ней ничего не пристает, и потом очень удобно убирать замороженные котлетки, продукты, класть их в zip-пакет, и морозилка остается абсолютно чистой, ничего не нужно мыть. Накрываю второй стороной пергаментной бумаги и ставлю в морозилку. Вот так выглядят готовые наггеты. Кстати, если будете готовить потом их замороженные, кладите в аэрогриль и ставьте более низкую температуру, например, 150 или 160 градусов, 20 минут. И в середине времени желательно перевернуть, потому что продукт замороженный, так он лучше приготовится. Если этого времени недостаточно, то смотрите, добавляйте каждый раз по 5 минут. Такие вкусные, нежные наггеты получились. Моим детям они очень понравились, и они даже не отличили их от оригинальных. Эти еще гораздо полезнее и вкуснее.
Следующий рецепт: приготовим вкусные мясные шарики с кабачком или цукини. Для рецепта мне понадобится одна упаковка говяжьего фарша, у меня 400 грамм, небольшой цукини, можно использовать кабачок, 2 яйца, любимые специи. У меня это соль, перец, сушеный чеснок, сушеный лук, сушеная петрушка. Также использую вустерский соус, если у вас его нет, можете заменить на соевый соус. И я еще добавила приправу для фарша. Для начала кабачок или цукини натираем на крупной терке. Я кладу большое сито в емкость и прямо туда натираю кабачок. Потом его присаливаю, перемешиваю и оставляю примерно на 10 минут, чтобы вышла лишняя влага. Потом очень удобно кабачок отжать, весь лишний сок попадает в нижнюю чашу, и уже кабачок без влаги мы добавляем к фаршу. В отдельную емкость добавим фарш, 2 яйца. К фаршу добавляю примерно 1 столовую ложку вустерского соуса. Если у вас его нет, то добавьте соевый соус. Специи. У меня это 1 чайная ложка сушеного лука, 1 чайная ложка сушеного чеснока. Вы можете использовать свежий лук и чеснок. Добавьте немного воды и измельчите на блендере или в мясорубке. Добавляю немного сушеной петрушки и специю для фарша или для котлет. Немного черного молотого перца и соли. Если у вас общая специя для мяса без соли, то добавляйте 1 чайную ложку. Если там есть соль, то, соответственно, соли добавляйте меньше. Кабачок отжимаем от лишнего сока и добавляем мякоть без сока к фаршу. Все хорошо перемешиваем. Смотрите на консистенцию, в конце по желанию можно добавить сухари. Я это делаю всегда в конце, чтобы оценить плотность фарша, насколько он жидкий и сколько сухарей понадобится. Из фарша должны лепиться небольшие маленькие шарики, они не должны распадаться. В общей сложности я добавила примерно 3 столовые ложки без горки панировочных сухарей. В этот раз я решила приготовить маленькие котлетки на решетке. Они маленького размера, они хорошо подрумянятся, их не надо будет переворачивать, и они будут немного с гриль-эффектом. Из данного количества фарша я заполнила весь аэрогриль. Если готовите объемные котлеты, то переверните. У меня маленькие шарики, я этого делать не буду, они и так хорошо пропекутся. Ставлю на режим аэрогриль 180 градусов 15 минут. Пока мясные шарики дозапекаются, сделаем вкусный томатный соус. Кладем все примерно по 1 чайной ложке. 1 чайная ложка томатной пасты или кетчупа, 1 чайная ложка соуса барбекю, у меня такой сладкий, и 1 чайная ложка греческого густого йогурта или же сметаны. Добавим немного специй, у меня это соль, сушеный чеснок, базилик и орегано. Все хорошо перемешиваем и в конце доливаем воду до той консистенции, которая вам нужна. Я хочу сделать соус чуть-чуть более жидким, чтобы он хорошо обволакивал шарики и не был таким густым слоем. За 3-5 минут до готовности шариков я вытаскиваю аэрогриль, силиконовой кисточкой смазываю по возможности каждый шарик со всех сторон. Это не такой соус, которым вы тушите котлетки, но мне нравится делать именно таким образом в аэрогриле. За 3-5 минут до готовности тогда получается очень сочно, вкусно, и вы чувствуете прям этот томатный аромат, и он очень подходит к говяжьему фаршу. Обязательно попробуйте такой рецепт, получается очень вкусно, понравится также деткам. Если вы сомневаетесь, что кабачок у вас пропечется, то натирайте на мелкой терке или же ставьте еще более низкую температуру и добавляйте время. Вот такие аппетитные вкусные шарики, которые обязательно понравятся всей вашей семье, особенно детям, можно приготовить на ужин. И последний рецепт.
приготовим интересные куриные рулетики с шампиньонами, черносливом и сыром. Для рецепта у меня одна большая упаковка куриного филе. Кстати, можно использовать куриные бедра, будет еще сочнее. Крем-сыр, горсть чернослива. Я его изначально замочила в теплой воде, чтобы он стал мягким. Небольшая упаковка шампиньонов, специи и сыр. Куриное филе необходимо помыть, обсушить бумажным полотенцем и разрезать вдоль на 2-3 кусочка, в зависимости от размера филе. Я всегда для таких целей беру пакет, складываю нарезанные куски в пакет и отбиваю. Тогда не разлетается мясо, все очень аккуратно и чисто. Можно накрыть пищевой пленкой, если у вас нет пакета. Куриное филе предварительно можно положить немного подморозиться в морозильник, и потом его будет проще нарезать на тонкие кусочки. Шампиньоны я не мою, я их просто обтираю. Бумажным полотенцем убираю лишнюю грязь, если такая там имеется. Для быстроты приготовления я буду использовать прям сырые шампиньоны и класть их в начинку. Но покажу, как можно запечь шампиньоны для данной начинки в аэрогриле. Или можете использовать запеченные шампиньоны для любого другого рецепта. Кладем в аэрогриль бумажную форму или любую другую форму, которую вы используете. Сбрызгиваем немного маслом в спрей и выкладываем все мелко нарезанные шампиньоны. Можно добавить еще немного масла. Добавляем немного соли. Можно добавить перец или любые специи, которые вы любите. Я буду добавлять специи в начинку, поэтому тут добавляю только соль и немного масла. Немного перемешиваем и ставим в аэрогриль на обычный режим аэрогриль 190 градусов примерно 10 минут. Можете не добавлять масла, тогда шампиньоны будут более обсушены. На маленькие кусочки нарезаем чернослив. Если вам не нравится нотка сладости с курицей, с мясом, то можете заменить, например, чернослив на бекон, на паприку, на маринованные огурчики. Или можете добавить, например, вяленые томаты. Все что угодно. К грибам добавляю чернослив и крем-сыр, примерно 2-3 столовые ложки. Добавляю немного соли, перца. И любые специи у меня это, как всегда, сушеный чеснок, сушеный лук. Я думаю, что вы постоянно слышите эти слова из видео в видео. И натираем сыр. Я натираю произвольное количество, я не замеряла, сколько именно, я натерла. Хорошо перемешиваем начинку. Куриное филе немного присаливаю, добавляю немного черного перца и буду хорошо перемешивать, чтобы соль и перец покрыли каждый кусочек. Теперь нужно закрутить все рулетики. На каждое куриное филе я кладу по столовой ложке начинки и закручиваю в рулетик. Закреплять зубочисткой рулетики я не буду. У меня их довольно много, они займут всю чашу аэрогриля, они не раскрутятся, я всегда их кладу свободным краем вниз и все хорошо держится. Из данного количества у меня получилось примерно 11 рулетиков, они очень плотно влезли в аэрогриль. С одной стороны, это не очень хорошо, потому что чем больше набита чаша, тем больше времени понадобится, чтобы готовить данное блюдо или любое другое блюдо. И также они будут больше вариться, чем запекаться. Поэтому, если хотите прям такой запеченный результат, то кладите по 5 чашу за раз. Я ставила в аэрогриль на режим аэрогриль 180 градусов примерно 25 минут. И в середине времени при желании можно их перевернуть, чтобы они запеклись с другой стороны. Так как я готовлю на решетке еще в бумажной форме, другая сторона не будет загорелой, если вы не перевернете, даже если у вас аэрогриль с двумя тенами.
Кстати, если у вас есть трудности с приготовлением блюд в аэрогриле, заходите, на канале есть плейлист с полезными видео для аэрогриля, там вы найдете разную интересную и полезную информацию о том, как готовить в аэрогриле. Я надеюсь, эти видео вам помогут разобраться. Напишите в комментариях, какой из рецептов вам понравился больше всего и что же вы собираетесь приготовить на ближайший ужин для вашей семьи. Мне будет очень интересно почитать. Спасибо вам за внимание, за то, что посмотрели этот ролик до конца. Пишите все свои идеи в комментариях, а мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока!